Многие люди задаются вопросом по поводу того, что будет их ждать в ближайшем будущем. Будут ли летающие машины? Будет ли построен мир киберпанка? Или мы скатимся еще большую бездну ввиду собственной человеческой глупости? В этом видеоролике я поведу вам об идентификации Beyond Earth на 23 век, который я вырвал из клочков закрытого бета-тестирования. Приятного просмотра. История начинается с того момента, когда люди перестали заботиться о своей природе, в результате чего арктические льды начали таять, и абсолютно по всей Земле поднялся уровень моря на несколько метров, превратив Петроград и Крым в остров, уничтожив практически всю Данию, затопив половину Китая и развязав между Пакистаном и Индией великую ошибку, или же ядерный конфликт, повлекший с собой обе стороны к полноценному использованию ядерного оружия, что полноценно уничтожило обе страны и заставило все ядерные державы ООН полностью отказаться от использования ядерного оружия в пользу нового вида бомбы, которая после своего взрыва не оставляет за собой ни грамма радиации. И как вы можете понять, золотой 21 век для многих людей заставил на протяжении 200 лет страдать от голода в результате великого экономического коллапса, радикально поменявший границы во всем мире, в особенности Европе, создав новые страны в виде Балканской Федерации, Дании, Франко-Иберии и Шотландии. Изменения также коснулись американского континента, в особенности США, что в результате двух гражданских противостояний была захвачена Организация Объединенных Наций, создав на ее территории несколько оккупационных зон, что впоследствии станут чуть ли не перманентными. Хаос, от которого должны защищать зоны оккупации, на деле лишь разжигает еще большее пламя нестабильности, погружая Америку в четвертый гражданский конфликт, два из которых были начаты и завершены относительно недавно. И когда Америка находится в хаосе, на поле боя приходят они, парни в голубых шлемах, что готовы военным образом восстановить всю свободу и демократию, невиданную в Америке на протяжении 200 лет. Слабые невольные генерал-губернаторы, что отказались подчиняться Уставу Объединенных Наций, оказались подвержены насильственному захвату. И ввиду американской анархии, никто не смог дать мощного отпора милитаристам из ООН. Посему синие каски за быстрые сроки объединяют Америку, столкнувшись с единственной трудностью в виде битвы за Огайо, в котором войска из ООН таинственным и непонятным образом исчезали. Завершив конфликт в Северной Америке, ООН впервые получилось официальное государство после слияния всех оккупационных зон США и Канады. И впервые за 200 лет в США наконец появилась цифровая демократия, где американцы могут спокойно проголосовать за своего президента на портале госуслуг. Однако такую привилегию не будет получать искусственный интеллект, который в стране свободного мира будет подвергнут строжайшему запрету, дабы роботы не смогли захватить мир. И говоря об захвате всего мира, высшее военное командование ООН начало к нему подготавливаться. И после наступления мира началась жесточайшая цивилизационная кампания всех американцев, подразумевающая собой полное стирание всех этносов, в обмен на то, что объединить все народы мира в единую человеческую расу. В государстве ООН также вводится в использование плановая экономика, видимо из-за того, что ООН знает толк в экономике. Захватив полицейскими восстаниями всю Мексику с Центральной Америкой, ООН начала постепенно захватывать мир, выдвигаясь к границам нестабильной Южной Америки под лозунгом стабилизации региона. Захватив Америку полностью, на ее территории создалась отдельная административная зона ООН. И пока ООН объединял Северную и Южную Америку, в Европе кишил настоящий батл-рояль, или же королевская битва, по итогу которой Россия начала проигрывать очередному Наполеону. И видя спокойную возможность захватить слабую Россию, войска Объединенных Наций начали подготавливаться к сухопутному пересечению Берингового пролива, дабы через Сибирь дойти до Москвы. Новое оружие ООН шокировало всех русских, ведь на поле боя пустили не что иное, как волкеров, или же шагоходов, или банально для всех знающих Евангелионы.
Человекоподобные роботы с высотой 300 метров проносили все войска противника, жирая свое снабжение похлеще танковой дивизии. Имея огромное преимущество над противником, Россия быстро капитулировала, и вслед за этим последовал быстрый захват всей Франции, который я, к сожалению, не успел записать. Используя недавно выстроенный сухопутный коридор Ла-Манша, ООН с легкостью захватил всю Британию, и после этого последовал захват всего Ближнего Востока и Африки, и одна из интересных мелочей этого захвата завязана на том, что ООН уважает запрещенную в РФ организацию, что правит на территории Афганистана в наше время. Но еще забавен тот факт, что в Центральноафриканской Республике в качестве основного флага используется русский триколор. Самым трудным противником, конечно, оказалась пустыня, на которую потребовался отдельный генерал-губернатор. Ну а так, по территории всей Африки начало формироваться единое правительство, и используя лучших ученых из Африки, что изобрели корабли для приезда всего человечества в космос, ООН начинает сотрудничать с африканцами и признает африканскую расу отдельно от всей человеческой, и посему создает генерал-губернаторство на идеях панафриканизма. Предпоследним врагом осталась Индия, которая каким-то непонятным и волшебным образом стала британской колонией, даже невзирая на то, что Британии как таковой уже нет. И меньше чем за месяц бывшая колония капитулировала, открывая дорогу на территорию Китая. После захвата всей Индии принимается решение о том, чтобы максимально одобрить все местные религии Индии, за исключением их радикальных версий. Невзирая на осуждение всего колониализма, британцы сохраняли с собой место на территории Индии, и после этого объединяется весь индийский субконтинент, ради которого создается отдельное генерал-губернаторство. Последним врагом на очереди стала Китайская Народная Республика, или же точнее, Паназиатский кооператив на работе. Огромными тяжелыми потерями Китай пытается себя сдержать, потратив в войне свыше 143 миллионов солдат. Захватив Японию через сухопутный канал, Китай оказался в очень уязвимом положении, и оказавшись сплющенным со всех сторон, Китай капитулировал, и вслед за ним все оставшиеся страны мира, не хотевшие убирать за бесславную защиту. Таким образом, весь мир объединился под руководством Организации Объединенных Наций. Но что-то пошло не так. И на площади Тяньаньмэнь выступили китайцы, выступающие против оккупации ООН. На протесте находились как коммунисты, так и китайские ультранационалисты, и между ними завязалась мощнейшая драка, в которую вмешались голубые рубашки, что случайным образом уничтожили несколько десятков гражданских лиц среди протестующих, что крайне сильно дискредитировало власть ООН среди всего китайского населения. Единственная страна, которая не оказалась захвачена ООН, была Швейцария, потому что Швейцарию аннексировали еще в 2100 году в результате Великого экономического кризиса. И посему многие швейцарцы банально улетели на Луну и построили свою Швейцарию уже там, вдали от землян. Вот такой итог партии из Организации Объединенных Наций. Подписывайтесь на канал, вступайте в Discord сообщества Beyond Earth и вступайте в мое Discord сообщество. Всем удачи и всем пока.